Ужасы домоподбора. Итак, ребята, сегодня в ролике вы увидите, какие факапы допускают ребята, которые потом продают свои дома с припиской «строил для себя». Это просто бомба, поэтому садитесь поудобнее, наливайте чайку, распечатывайте чипсы и погнали. Смотрите еще. Я в этих рукавицах не зря стою. Это рукавицы теплые. В прошлом ролике я снимался в них про зимнюю кладку. Это рукавицы подарок из Тибета. И мы разыграем эти рукавицы среди наших подписчиков. Досматриваем ролик внимательно до конца. Пишем комментарии, ставим лайки. И я в конце ролика расскажу, как вы получите их абсолютно бесплатно. Будучи нашим подписчиком. Итак, господа. Кстати, еще момент. Я всегда говорил, что в принципе, покупая дом у застройщика, вы покупаете почти безупречный дом, потому что человек не допускает ошибок, построил 100 домов. Мы поймали сегодня в ролике, я покажу вам, как мы поймали на жестком таком факапе одного застройщика. Это был такой дичайший случай, поэтому смотрите ролик внимательней. Итак, погнали. Так, ребята, что погнали? Смотрите, приезжаем мы на домоподбор. Хорошо, что не было на месте хозяина дома, а то бы, возможно, бы человек его купил. Коробка 90 квадратных метров, не самый дорогой кирпич, бюджетный. Это строительский кирпич, какой-то блок такой, производства гаражного кооператива, курочка. Смотрите дальше. Заказчика на месте не было, и мы замечаем полопавшийся цоколь. Вот он, видите здесь? Дальше идем по фото. Смотрите, уже какая фотка. Класс, супер, люкс. Это шлак, выдавлен блок. А теперь, ребят, смотрите, ставим на паузу и пишем комментарий, что здесь произошло. Показываю дальше фотки. Следующая фотка. В середине стены идет явно, вываливается, расширяется цоколь, выдавливается стена, рушится блок. Я так понимаю, что через годик-другой этот дом будет рассыпан. Стоимость, кстати, вот этого дома без отделочных работ, просто контур. Дом маленький, участок не очень хороший. Следующая фотка. Вот еще сильнее разрушение, еще сильнее разрушение. И вот финал. Мы решили подкопать фундамент прямо сразу, моментально. Пока никого нет. Ребята начали рыть фундамент. Мы думаем, сейчас мы пробьем, мы все узнаем. Господа, вот результат. Пожалуйста. Фундамент. Ростеркой на столбах, там какой-то там еще. Как там любят рекомендовать некоторые люди в некоторых компаниях. Вот он, пожалуйста. Если отмостки утепленной нет, все, да, свет даст. Глубина фундамента 400 миллиметров. Видите? Смешно. Поднимает, выдавливает. Все, ребята, приехали. Если моментально, прямо сейчас не сделать отмостку, дом будет следующей весной разрушен. Это 100%, я вам говорю. Потрескается уже этот облицовочный, не самый дорогой бюджетный кирпич. Поэтому будьте аккуратнее. Смотрите, не надо быть супер внимательным, чтобы не заметить такую трещину. Вот прямо приезжаем мы на дом, это, правда, был недострой. Вот сразу видим, отходит крыльцо. Сейчас дальше пройдем, я вам кладку покажу на этом доме. Вы будете просто удивлены. Вот смотрите, дырки от гвоздей. Такие вещи, вот смотрите, сюда в этот столбик чались, столько дыр. Явно клиент строил дом для себя. Сразу же видно, ребята ему, которые ложили, на него просто ложили, понимаете? Не клали, а или клали. Как вы там напишите? Как, кстати, правильно? Положить на заказчика или покласть на него. Вот он тот же недострой. Обращаем внимание. Тут еще чекушка вставлена нормально. Я считаю, что это более-менее. Но вот дальше. Такая расшивка швов. Смотрите, вот это отношение людей просто к своей работе, к своему труду. Вот, швы начинают набирать повороты. Смотрите внимательно. Это вот заказчик, который принимал и строил дом для себя. Видел, что ему ставят чекушки сюда с номерами наружу. Расшивают это грязными руками. Вот он же видел. А представляете моменты, в которых, если заказчик видит, что такие моменты есть, и он это хавает, представляете, какие есть моменты, которых он не видел. Поэтому обращайте внимание на такие виды кладок. Это сразу говорит о доме, который вы хотите купить. Потому что скрытые моменты тоже должны быть. Так, ребят, смотрите. Модный стильный дом Курск. 11 500 цена. Огражденный участок. В престижном месте. Красивый, нетипичный дом. Мне понравился. Выглядит очень стильно. Нестандартно, я бы сказал. Но есть ошибки. Мелко заглубленный фундамент на сваях, там ля-ля-ля, тополя, там надо утеплять. Отмостка не утеплена. Еще была одна ошибка. Его было решено зачем-то прям сразу продать, хотя строили его якобы для себя. Опыта, видимо, в этом нет. И решили отделать. Отделали его также модно. Смотрите, отделали под покраску. Отделали под покраску, наклеили багеты. Я каждый раз, внимание, вот сейчас вот можете поставить на паузу и записать этот момент. Если вы строите дом и решили отделать вам стены под покраску, в первый сезон этого делать нельзя.
И еще я вам еще более скажу. Ребят, если вы хотите отделать стены под покраску, то нельзя поштукатурить, поштукатуровать и покрасить стены. Нужно использовать стеклохолст. Несколько слоев. Делать это должны исключительно профессионалы. Потому что, вот смотрите, вы концов потом, если вы отделка под покраску, я не помню, она там в районе 1000 рублей стоит. И найдя там людей за 300 рублей, которые обещают вам сделать, все будет хорошо, вы их потом не найдете. Вы потом начнете говорить, что лопнули стены, вот эти трещины, все надо переделать, предъявлять застройщику, не дай бог. А на самом деле, вы понимаете, вот эти, даже когда вы штукатурите дом, если это дом свежий, вы начали делать отделку, такие моменты, как под окном, над дверьми, над проемом, везде нужно клеить стеклохолст. А если вы собираетесь отделать дом под покраску, я вам рекомендую наклеить обои под покраску. Микротрещины не будут видны, разойдется, покрасите, и вы знать о них не будете. А так вы пострадаете, понимаете, какой нюанс вот этих всех моментов, когда лопается отделка, стены под окраску лопаются, рвутся. Происходит следующий момент. Подобрать вот этот кусочек, покрасить нельзя отдельно, у вас будут пятнистые стены. Никто не хочет себе, я уверен, пятнистые стены за 11 мультов. Это бред. Поэтому, смотрите с дома подбором, не рискуйте лишнего. Итак, ребят, смотрите. Ставим на паузу. Как всегда я говорю, дом начинается со внешнего внимательного осмотра. Ну, как машина. Вот смотрим просто кладка. Не кажется ли она вам странной? Вот смотрите, это видимый участок. Затертые рукавицы, какие-то непонятные швы. Швы переходят. Тут там 5 миллиметров. 35 миллиметров. Вот какая вязка углов. Абсолютно разный почерк. Смотрите, это если вы видите такие видимые моменты, то задумайтесь уже заранее. Сразу понятно, какими силами человек строил дом для себя. Может быть, он с кумом. Вот смотрите, это смешной момент. Тут какой-то переход. Это просто прикольно. Если вы видите такие моменты, думайте о том, что есть еще скрытые акты, скрытые работы, которых вы не увидите. Представляете, что там? Смотрите, ребят, отношение к работе. Вот ставлю на паузу. Я знаю, много заказчиков всегда говорят: ребята, мне нужно выровнять цоколь, фундамент, вот сделайте в уровень. Они хотят себе в дальнейшем облицовочный цоколь, и бригада ему говорит: да, дядя, хозяина, сделай так. Смотрите, что происходит в дальнейшем. Вот смотрите, этот момент, я сейчас на начало перемотаю, вот здесь у нас до земли, до грунта 10 сантиметров, и это можно спрятать от мозга. В дальнейшем этот выровненный кирпич, вот цоколь облицовочный, здесь опять до земли, а здесь у вас будут 3 ряда, 30 сантиметров, и это вы никогда ничем не спрячете. Это просто отношение к работе. Я не знаю, кто это делал. Как всегда, для себя. Когда человек строит для себя, он берет напрямую бригаду на Авито, не выбирая работы, сильно не разбирается и не собирается вникать в процесс. Получаются вот такие моменты. Вы потом купите вот этот дом. И ладно, подумайте, это же ерунда, он стоит там всего пятак. Будете там или 4,5, по-моему, миллионов. Вот вы будете ходить, смотреть вот на этот бетон. А можно же было сразу сделать из облицовки здесь. Но почему не сделали? Скорее всего, заказчик вот этого дома последовал совету бригады неквалифицированных людей, которые строили вот этот конкретно дом. Поэтому можно же было сделать сразу нормально, видите? Можно же нормально. Но нет, хотелось сразу выровнять это бетоном. Потому что не хотелось вот так отбивать ряды. Не хотелось этого делать. И заказчик было скажет: да ты засыпешь это все. Там засыпешь. Или смотреть тут просто не будешь. Лук там посадишь и все. Поэтому будьте аккуратнее с выбором бригады. Итак, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Смотрите, сейчас расскажу про варежки. Еще момент. Внизу ролика я оставлю в описании конкретно со ссылками, что вам нужно. Заказать проект, заказать строительство, заказать домоподбор. Внимательно. Никогда не покупайте дом просто так. В Центральном Чарозеве заплатите 15 тысяч рублей. Там. К вам приедут люди, все вам расскажут. И вы сэкономите реальные бабки. Итак, господа, чтобы выиграть эти рукавицы, нужно быть подписчиком нашего канала. Я все подробные условия конкурса расскажу, напишу во вкладке сообщества нашего канала. Вот она находится справа. Поэтому, господа, я желаю каждому из вас приобрести или построить свой отличный, счастливый для жизни дом, подписаться на наш канал и писать на нем хорошие, веселые комментарии, а здесь поставить колокольчик. Всем пока, с вами был Максим, удачи!